конце января 2019 года две девятилетние школьницы, возвращаясь домой, случайно наткнулись на человеческую руку неподалеку от дома номер 2 в Хабаровском микрорайоне Березовка. Потрясенные, они поспешили рассказать об этом родителям. Те немедленно обратились в полицию, и в тот же день правоохранители обнаружили в указанном девочками мусорном баке части тела мужчины. Личность жертвы была в скором времени установлена. Ею оказался 57-летний дворник Василий Шляхтич, исчезнувший несколько дней назад. Соседи узнали его по характерным усам. Василия в последний раз видели 28 января 2019 года, когда он получил зарплату и передал ключи от комнаты знакомому. 29 января с ним никто не смог связаться, а 30-го, после жуткой находки, причины его молчания стали ясны. Последние дни Василий провел в арендованной комнате на втором этаже дома номер 2, где жила Софья Жукова, которую в округе считали склочницей и скандалисткой. Общественность была шокирована, когда узнала, что многолетний розыск серийного убийцы привел к пожилой женщине. Первое убийство Софья Жукова совершила в 66 лет, последнее в 80. Соседи, зная неправду о начинках в ее пирожках, наверняка отказались бы от угощения. Но обо всем по порядку. Кто такая Софья Жукова? Софья Жукова появилась на свет в 1939 в Нижегородской области. Образованием похвастаться не могла, работала на простых рабочих должностях. Позже она переехала в Хабаровск, где устроилась на свиноферму и занималась забоем скота. Поселилась в поселке Березовка, который позже стал частью Хабаровска. Там она вышла замуж и родила двоих сыновей. Соседи запомнили ее как сварливую женщину, испытывавшую неприязнь к детям, несмотря на наличие собственных. Стоило кому-то в подъезде засмеяться или зашуметь, как Жукова своим хриплым голосом начинала угрожать Всех зарубить. Но кто примет всерьез угрозы пожилой женщины? Жизнь семьи Жуковых протекала мирно, пока в 2005 году не ушел из жизни муж Софьи. Возможно, он сдерживал ее агрессию или его смерть подкосила ее рассудок. Мы об этом уже никогда не узнаем. Тем не менее, пожилая женщина начала открыто конфликтовать с соседями, угрожая расправой, но ее заявление, как я уже сказал, никто не воспринимал всерьез. Вот только в том же 2005-м она совершила первое преступление. Убила 8-летнюю соседскую девочку Машу Дмитриеву. Это было только началом ее кошмарной истории о 3 загубленных душах. Никто не подозревал Жукову в убийствах, пока при обыске в ее квартире и на лестничной площадке не обнаружили следы крови. Стоит отметить, что Софья была физически сильной. При задержании она смогла оказать сопротивление 5 полицейским. Еще бы, не будь она такой сильной, вряд ли на свиноферме бы продержалась. Первая жертва. 14 декабря 2005 года Маша Дмитриева бесследно исчезла. Маша возвращалась из школы вместе с подругой. У входа в подъезд девочки попрощались, и Маша спокойно пошла домой. Вслед за ней в подъезд вошла Жукова. Ничего не подозревающая девочка начала подниматься на 2-й этаж. Но до дома она так и не дошла. 27 декабря водитель из Хабаровска, совершив вынужденную остановку у местной свалки, заметил черный пакет. Заглянув внутрь, он обнаружил там куски мяса. Не понимая, что это, мужчина решил забрать его с собой и накормить собак. Но уже в квартире увидел, что на самом деле принес. Преодолев страх, он позвонил в полицию и сообщил о своей находке. После проведения следственных мероприятий мать Маши подтвердила, что останки принадлежат ее дочери. Водителя долго допрашивали, но отпустили, так как его слова подтвердили близкие. Убийство потрясло город, но преступника тогда не нашли. В день исчезновения девочки милиция опросила соседей, включая Жукову. Женщина была любезна, говорила о Маше как о хорошем ребенке, который любил ходить к ней рисовать. Она утверждала, что видела девочку в последний раз, когда та вошла в подъезд перед ней, но затем, по ее словам, Машу позвали подружки, и она выбежала на улицу. Рассказ Жуковой вызвал недоумение у родных Маши, которые знали, что девочка никогда не посещала ее. Напротив, женщина часто кричала на нее, когда та играла в подъезде или во дворе. Но объяснить странное поведение Жуковой тогда никто не смог. Преступление могло было быть раскрыто в день исчезновения девочки. Соседка Жуковой, гулявшая с собаками, заметила куски мяса под ее балконом. Решив, что это проделки догхантеров, она ушла, сообщив о находке в милицию, однако сотрудники не увидели в этом ничего подозрительного. Позже Жукова призналась, что надеялась, что останки Маши растащат собаки. Но то ли животные не любят мясо такого сорта, то ли они не были голодны, но ожидания убийцы не оправдались. Вторая жертва. Со временем жизнь поселка вернулась в нормальное русло, и трагическое событие постепенно забылось. Однако в 2013-м в Березовке вновь произошла таинственная пропажа.
На этот раз исчезла подруга Жуковой, 77-летняя Анастасия Михеева. Пенсионерка продала свою квартиру в Хабаровске и планировала переехать к дочери в Москву, пока длилась бумажная волокита, и временно поселились у Жуковой. Последний раз Анастасию видели 9 марта, когда почтальон доставил пенсии обеим женщинам. На следующий день Михеева исчезла. Ее дочь и племянница подали заявление о пропаже, и следователи начали восстанавливать хронологию событий. По их версии, 9 марта женщины поссорились. Михеева хотела срочно уехать к родственникам в Приморье, но Жукова, пытаясь остановить ее, отобрала у нее документы. В ходе ссоры, по словам Жуковой, у Михеевой пошла носом кровь, и она, жестикулируя, разбрызгала ее по стене. Затем Михеева якобы выбежала на улицу и села в черный автомобиль, который уехал в неизвестном направлении. Версии Жуковой следователи не поверили. В рассказе было слишком много несоответствий. Родственники Михеевой утверждали, что у нее не было связей в Приморье. Почтальон, которая спустя месяц вновь навестила Жукову, рассказала, что та стала говорить о черном автомобиле, увезшем Михееву, хотя окна ее квартиры выходят во двор, а не на улицу. Соседи также заметили, что после исчезновения Михеевой Жукова стала носить ее одежду и выносить мебель на помойку. Более того, она начала предлагать соседям пирожки с мясом, хотя раньше никогда не была гостеприимной. Один из соседей вспоминал: «Это показалось странным. Она всегда была мрачной и замкнутой, а тут вдруг предложила пирожки с мясом». Другая жительница, знавшая Жукову лично, добавила: «Она всегда предлагала мясные блюда. Однажды она принесла тарелку с холодцем. Муж сказал, что он плохо пахнет, и мы его выбросили». Похоже, сделали это вовремя. Однако собрать доказательства причастности Жуковой к исчезновению Михеевой не удалось. Ее допросили, а затем отпустили. Третья жертва. Свое последнее убийство Софья Жукова совершила в 80 лет. В ее квартире появился новый квартирант. Дворник Василий Шляхтич, 57 лет. Мужчина был приезжим из Украины, имел постоянную работу и любил выпить, причем очень часто. Устав от бесконечного пьянства, сожительница выгнала его из дома. Пойти Василию было некуда, и тогда он снял комнату у своей знакомой по имени Софья Жукова. Если бы он знал, чем это обернется, то поискал бы ночлег в другом, более безопасном месте. 28 января 2019 года мужчина пропал. По словам соседей, из квартиры соседки накануне пропажи Виктора слышались очень странные глухие удары чего-то твердого. Одна из соседок утверждала, будто слышала мужской крик, который был заглушен ударами тяжелого предмета. На следующее утро соседи столкнулись с Жуковой у помойки. Та держала в руках плотный пакет с чем-то очень увесистым. Однако на этом звуки тяжелого предмета не закончились. Вечером того же дня соседи вновь услышали эти звуки. Как потом оказалось, Жукова разделывала труп. А еще через сутки детвора обнаружила собаку, грызущую человеческую руку. В самом мусорном баке следователи обнаружили то, что осталось от дворника Шляхтича. Только тогда на Жукову обратили внимание, доставили ее в отделение на допрос, а в ее квартире провели тщательный обыск. То, что следователи обнаружили, повергло их в шок. У бабушки Божий одуванчик квартира была забрызгана кровью, а в кладовке лежал окровавленный топор. Следствие быстро установило связь между исчезновением Шляхтича и показаниями соседей. Бывшая сожительница дворника опознала погибшего, и Софью Жукову задержали. В ходе обыска в ее квартире следователи обнаружили множественные следы крови Виктора, в том числе на лезвии топора. Жукова отказалась взять на себя вину и изложила свою версию событий. По ее словам, она не была знакома с Виктором. Топором стучала, потому что в ту ночь рубила кости для приготовления борща. Кровь на стене, по ее утверждению, осталась от уехавшей 7 лет назад Алевтины. Что же касается судьбы Виктора, то она якобы не имела ни малейшего представления. Эту историю сочли недостоверной и Жукову арестовали. Спустя несколько дней она представила новую версию. Мужчину она действительно не знала, но познакомилась с ним накануне ночью, когда он с другом зашли к ней выпить чая. Софья согласилась, но в процессе чаепития мужчины ее изнасиловали. Один из них сбежал, а Виктор отказался уходить, и тогда Жукова воспользовалась топором, как она объяснила, чтобы защитить свою честь и достоинство. Новую версию приняли к рассмотрению, но расследование продолжилось. Следователи предположили, что убийство дворника может быть связано с предыдущими случаями. Были проведены дополнительные опросы свидетелей и тщательные обыски в квартире, в ходе которых под линолеумом обнаружили пятна крови, принадлежавшие Алевтине. Британский таблоид Mirror сообщил, что в морозильной камере женщины нашли человеческие внутренности. Хотя этот факт был официально опровергнут сотрудниками Следственного комитета. Расследование.
Софью Жукову арестовали по подозрению в убийстве. Однако и там пожилая женщина смогла запугать видавших виды женщин, за плечами которых было тяжкое преступление. Еще и не одно. Они боялись спать в присутствии Софьи, опасаясь, что пожилую женщину в любой момент может переклинить, и она расправится со своими сокамерницами. По словам сотрудников следственного изолятора и правоохранительных органов, пенсионерка вела себя крайне вызывающе, при малейших разногласиях переходила на повышенные тона, угрожала и оскорбляла. В один из дней сокамерницы Жуковой поделились с работниками СИЗО информацией о том, что пожилая женщина разоткровенничалась с ними и рассказала об убийствах Лены и Алевтины, хотя до этого утверждала, что ее пытаются обвинить в убийстве дворника. Спустя несколько дней Жукова дала признательные показания. Она подробно описала каждое из деяний, объяснив мотивы своих поступков. Софья считала, что Алевтина ведет себя слишком высокомерно. В день получения пенсии женщина ударила подругу топором, разделила тело на части и в нескольких пакетах вынесла на помойку. То же самое произошло и с Виктором, только причина была исключительно бытовая. Во время совместного распития спиртных напитков пенсионерка расправилась со своим жильцом. Маленькую Лену лишили жизни за то, что та имела неосторожность гулять под окнами Жуковой и шуметь. Как-то женщина сделала девочке замечание, но в ответ, по ее словам, получила брошенное в лицо мороженое. Спустя какое-то время пожилая женщина будет отказываться от своих показаний, так как будто бы на нее надавили. Но это уже не будет иметь никакого значения, ведь следователи уже соберут достаточно улик, благодаря которым Жуковой будет предъявлено обвинение. Только вот ответить за свои преступления убийце будет не суждено. Причины и следствия. Деля Вергазова является старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Во время службы в Следственном отделе по Хабаровску она занималась расследованием убийства Шляхтича. По ее словам, Жукова не была задержана сразу, поскольку на момент совершения первых двух убийств не существовало достаточных оснований для ее привлечения. Однако, по мере того, как накапливались доказательства и учитывались признания самой женщины, у следственных органов не осталось сомнений в ее причастности к преступлениям, включая убийство Маши Дмитриевой. Вергазова пояснила, что одним из решающих факторов стало то, что Жукова была последней, кто заходил в подъезд с девочкой, что было подтверждено свидетельствами соседей. Важным элементом расследования также стали данные о конфликте между Жуковой и погибшей, угрозы, которые пенсионерка высказывала в ее адрес, а также признания самой обвиняемой, которые значительно укрепили доказательную базу. Причины, побудившие Софью Жукову расправиться с Михеевой и Шляхтичем, кроются в бытовых конфликтах. После того, как она лишала жизни своих жертв, пенсионерка разделяла тела на части и, упаковав в пакеты, избавлялась от останков, выбрасывая их либо в мусорные контейнеры возле дома, либо в отдаленные уголки Березовки. Для того, чтобы избавиться от тел, она совершала несколько вылазок за пределы своего дома. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой, установив, что все убийства она совершала осознанно и полностью понимала свои действия. Деля Вергазова утверждала, что причиной преступлений стали незначительные инциденты, что отражает вспыльчивый и неуправляемый характер пенсионерки. Изучив ее биографию и поведение, следственные органы пришли к выводу, что она не имела отношения к другим преступлениям, кроме этих трех убийств. В России женщинам не назначается наказание в виде заключения в колониях строгого и особого режима, однако, собрав достаточные доказательства, следствие было уверено, что 80-летней преступнице предстоит провести оставшуюся часть жизни в тюрьме. Только ли 3 жертвы? В то время как Софья Жукова находилась за решеткой, страх перед ней не покидал жителей Березовки. За время ее пребывания в поселке исчезло сразу несколько человек. Один из самых загадочных случаев произошел 10 сентября 2017 года, когда 80-летняя Нина Бабенкова, вышедшая на прогулку со собакой, больше не вернулась домой. В поисках старушки участвовали десятки волонтеров, а также кинологи и солдаты срочной службы. Несмотря на все усилия, следы Нины Бабенковой пропали в нескольких милях от ее дома, а собаку, с которой она ушла, нашли истощенной. На животном отсутствовал поводок, а вместо него была лишь перетертая капроновая веревка, что могло свидетельствовать о том, что кто-то привязал ее и позже отпустил. Или собака сама сбежала после того, как перегрызла веревку. В конце 2018 года, во время поисков в лесополосе, жители Березовки наткнулись на человеческий череп. Судебные эксперты подтвердили, что он с высокой вероятностью принадлежат пропавшей Нине. Однако остальные ее останки так и не были найдены. Этот случай стал лишь одним из многих, и в поселке снова зазвучали разговоры о том, что исчезновение людей может быть связано с действиями Жуковой. Жители подозревают, что ее злодеяния были гораздо более жестокими, чем изначально думалось, и она действительно могла заслуженно